Всем привет, с вами Bad Polygon, и это 12-й урок из серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом уроке мы научимся позиционировать выгодно камеру и разберемся с симуляцией твердых тел. Друзья, на канале наконец-то включена и активна кнопка спонсорства, так что, как говорится, не вижу ваши руки. Оформляйте подписку, присылайте интересующие вас уроки на английском языке, а я в свою очередь с радостью переведу их на русский язык. А сейчас давайте перейдем к уроку. Добро пожаловать на 12-й урок из серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом видео мы выберем хорошую перспективу камеры и соберем сцену. Это означает, что мы разместим все объекты, которые мы создали ранее в нашей сцене, а затем заполним миску с яблоками, используя симуляцию Rigid Body. Как всегда, временные метки вы сможете найти в описании этого видео. И если вы хотите следить за новостями, зарегистрируйтесь бесплатно в нашем разделе ресурсов, где вы сможете скачать все текстуры, блend-файлы, видео из этой серии уроков и наш удобный Blender 2.8 шоткат PDF. Всем привет, я Зак на cgboost.com и давайте начнем. Окей, чтобы собрать нашу замечательную сцену, нам нужно знать, с какого ракурса камеры мы в итоге будем снимать нашу сцену. Собственно, откуда мы хотим захватить изображение. И это мы будем делать с помощью камеры. Итак, давайте покажем этот объект камеры здесь. Давайте отъедем немного назад. Вы можете видеть этот маленький треугольник, он обозначает верхнюю часть камеры. И если у вас в сцене все еще нет камеры, просто нажмите Shift-A и добавьте сцену обычную камеру. Чтобы посмотреть сцену с точки зрения камеры, просто нажмите вот на эту кнопку «Выйти из камеры». Вы также можете, нажав эту же кнопку или нажав 0 на нампаде. Когда вы находитесь в камере, вы также можете нажать среднюю кнопку мыши и начать вращение. Как видите, в этом случае вы снова автоматически переключитесь из поля зрения камеры. Итак, если я переключаюсь на вид камеры, мы можем прокручивать колесом мыши, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб. И мы можем нажать кнопку Home, чтобы установить камеру в полноэкранный режим. Если у вас нет кнопки Home, вы можете перейти во View, а затем выбрать Frame All. Итак, чтобы перемещать камеру, камера, как и все остальное, является простым трехмерным объектом. Мы можем использовать инструменты трансформации. Например, мы можем переместить ее, и мы также можем переместиться в камеру. И поскольку она все еще выделена, я могу просто нажать G для перемещения, а затем также заблокировать ее, например, по оси Z, Y или X. Далее мы можем нажать N, перейти во View и отметить Lock Camera to View. Это работает только когда вы находитесь в поле зрения камеры. Теперь, если я кликну здесь и просто использую свои инструменты навигации по умолчанию, с помощью средней кнопки мыши я могу вращать, и я также могу выбирать другие объекты и вращаться вокруг них. И вы можете видеть, что моя камера теперь постоянно прицеплена к моему виду. Но если вам это не подходит, есть еще один способ сделать это. Давайте еще раз выберем камеру, теперь нажмите View, Navigation и нажмите Walk Navigation. Теперь вы можете видеть этот крестик в центре камеры. С помощью мыши я могу осматриваться, и если вы посмотрите на статус-бар, вы увидите множество клавиш, которые вы можете нажимать для перемещения этой камеры. Например, с W вы можете двигаться вперед, с S назад, A влево, D вправо, E вверх, Q вниз. И если я нажму W для движения вперед, и буду осматриваться в своей сцене, я в общем-то могу перейти к тому месту, на которое я смотрю. Если вы прокручиваете колесо мыши вперед, все становится быстрее, а если прокручиваете назад, становится медленнее. Таким образом, вы можете перемещаться и выбирать хорошую перспективу для камеры. Наверное, нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Когда вы закончите, вы можете просто нажать левую кнопку мыши или нажать Enter, чтобы подтвердить новую позицию. Итак, вы, наверное, скажете, что сборка сцены может занять определенное время для перемещения объектов, пока все не разместится. Я, конечно, много экспериментировал с этой сценой, пока не добился того, что мне нравится, поэтому я сделаю это видео как можно короче. По этой причине я не хочу так много возиться, я точно знаю, как я все хочу разместить. Итак, камеру я хочу разместить где-нибудь здесь. Позже мы изменим перспективу камеры и немного подправим ее, пока все не будет идеально. Но для начала нам нужно с чего-то начать. Итак, я хочу, чтобы это было где-то здесь. А именно сюда, на ткань, положить нож и разрезанное яблоко. Итак, все это имеет смысл расположить здесь. И, конечно же, я хочу разместить несколько яблок в этой миске, а также несколько яблок здесь, чтобы чуть больше заполнить сцену.
Итак, теперь так неприятно всегда переключаться между видом камеры и этим видом для перемещения объектов, что я рекомендую. Давайте переместим мышь в верхний правый угол сюда, не выходя из 3D вида. Курсор должен превратиться в этот маленький крестик. Теперь кликните левой кнопкой мыши и, удерживая, переместите его во фрейм. Как видите, мы можем разделить окно. По сути, это быстрый способ разбить окно. Можете кликнуть здесь правой кнопкой мыши и выбрать Split Area. И если вы хотите удалить такое окно, вы также можете снова перейти в угол и с появлением маленького крестика кликните левой кнопкой мыши и, удерживая, пересеките рамку редактора. Отпустите мышь и фрейма больше не будет. Итак, давайте продублируем вид. Нажмите здесь 0 на нампаде, нажмите T, чтобы скрыть панель инструментов, нажмите кнопку Home для полноэкранного просмотра. И есть один момент, который мне не нравится. Мы можем не только видеть, что находится внутри кадра, а также можем видеть немного того, что находится за пределами кадра. И я думаю, что это может сбивать с толку. Почему-то возникает ощущение, что изображение, которое у вас будет на выходе, намного больше. Поэтому я рекомендую выбрать камеру, перейти здесь к настройкам камеры, затем перейти в Viewport Display, открыть Passport Out и установить Opacity на единицу. Теперь мы можем видеть только то, что находится внутри финального изображения, которое мы будем визуализировать в этой трехмерной сцене. Так что, если хотите, можете даже скрыть гизму и наложение. Сделайте это, возможно, немного меньше. Еще раз нажмите кнопку Home. А теперь мы можем начать перемещать эти объекты по сцене. Итак, прежде всего, давайте начнем с разрезанного яблока. Я хочу, чтобы какое-то разместилось где-то здесь, а какое-то здесь. Вы можете видеть, что я просто перемещаю их, нажимая G, а для вращения использую инструмент свободного вращения, дважды нажимая R. Так что дважды R, и теперь вы можете свободно вращать это, что иногда очень помогает быстро перейти к вращению, когда это необходимо. Итак, я немного поработал здесь с ориентирами. Что это значит, я расскажу вам через секунду. Давайте немного переместим это сюда. Итак, при работе с творческой сценой, назовем это так, не важно, что объекты немного пересекаются, потому что в финальном кадре вы все равно не увидите этого. Примерно вот так. Теперь давайте возьмем нож. Я немного поиграл с позицией ножа, где можно было бы его разместить. И я решил разместить его вот так. Немного повернем. Нажмите R, X, минус 90 градусов. В настоящее время я использую локальную ось для вращения и перемещения. Если у вас здесь включено Global, вы можете нажать X дважды, чтобы получить локальную ось объекта после включения инструмента вращения. Давайте переместим его куда-нибудь сюда. И при сборке сцены всегда есть некое повествование. И, конечно же, в этой сцене у нас мало что происходит. Но мы все равно можем использовать положение объектов, чтобы рассказать немного истории или направить наших зрителей. Например, этот нож здесь, безусловно, сочетается с этими двумя яблоками. И эти два яблока, как вы можете видеть, повернуты к ножу и, по сути, смотрят в направлении ножа. Поэтому все эти объекты взаимодействуют друг с другом. Все это очень просто, но работает. Итак, причина, по которой я кладу сюда нож, заключается в том, что я просто хочу увидеть детали, которые у нас есть. И этот небольшой скошенный край, который мы увидим на финальном изображении, придаст ножу реалистичный вид. И поэтому я показываю его с этого ракурса. Теперь давайте выберем эту ткань. Так она немного парит над землей. Давайте нажмем G, Z и переместим немного вниз. Я удерживаю Shift, чтобы перемещать ее медленнее. Я стараюсь не переборщить с этим, просто слегка, чтобы она была немного ближе к земле. И теперь мы также можем переместить нож немного ближе сюда. Итак, позже мы добавим сюда больше яблок, но сейчас давайте поиграем с яблоками вокруг сцены, потому что если вы представите окончательное изображение, то у вас здесь должно быть много яблок, а некоторые из них здесь, а эти места с обеих сторон пусты. Здесь мы создадим основной объект, который займет по сути всю сцену, но я думаю, что основные объекты это разрезанное яблоко и нож. Они немного лучше кадрируют эту область. Давайте добавим сюда несколько яблок, чтобы опять же придать этому немного больше контекста. Итак, по идее, сначала мы показываем эти яблоки и миску, а затем, как их разрезали пополам. Это очень простое повествование, но я думаю, что в этой очень простой сцене это прекрасно сработает. Я использую эту небольшую складку, потому что если я сейчас размещу на ней яблоко вот так, у нас будет красивый вид на яблоко сверху, как будто это яблоко так взаимодействует с тканью. Может быть, давайте немного повернем это, чтобы лист смотрел в другом направлении. Как-то так.
И да, на финальном изображении, когда у нас будет освещение и все будет настроено, мы еще сможем переместить эти объекты, чтобы получить идеальный вид. Итак, теперь я хочу продублировать яблоко. Прежде всего, если вы хотите продублировать его с листом, вы должны выбрать их оба, а затем Shift-D и продублировать. Но, конечно же, не каждое яблоко в сцене должно быть с листом. Поэтому в данном случае я просто дублирую его без листа, просто выбрав яблоко и использовав другой трюк. Когда вы дублируете объект в Blender с помощью Shift-D, в фоновом режиме Blender создает информацию о двух мешах. Это означает, что размер файла увеличится. Однако, если у вас есть объекты, которые в принципе выглядят одинаково, вы можете продублировать его, используя Alt-D. Если я это сделаю, эти два объекта будут связаны друг с другом. Теперь в фоновом режиме они в основном используют информацию одного меша, а здесь они отображаются как два объекта. Вы можете лучше понять это здесь. Например, вы можете видеть, что мы используем меш, который называется сфера 001. И если я разверну, здесь вы увидите, что он использует информацию того же самого меша. Итак, если я продублирую это яблоко, нажав Shift-D, вы увидите, что теперь оно называется сфера 004, потому что это новая информация о сетке, которая добавилась в Blend файл. Давайте отменим это. Круто то, что теперь эти два объекта связаны, что означает, что Blend файл будет меньше, и если я перейду в режим редактирования и что-то отредактирую, вы увидите, что это будет отредактировано в обоих объектах, поскольку мы, по сути, просто редактируем информацию одного меша, которая хранится внутри Blend файла и которая связана с этими двумя объектами. Вот так я сделаю для всех этих яблок. Мы немного повращаем их, и тогда вы не заметите, что все они выглядят в принципе одинаково. А теперь давайте поместим сюда два яблока. Одно с этой стороны. И с помощью Alt-D продублируем его и с другой стороны. И как вы можете видеть, я играю с поворотом яблок, потому что я не хочу, чтобы все они отображались в одном и том же положении и имели одно и то же вращение, чтобы все выглядело более-менее органично и естественно. Окей, теперь нужно добавить в миску горсть яблок. И, конечно, мы можем просто продублировать их и разместить здесь, но тогда яблоки будут пересекаться, что не будет большой проблемой, потому что мы будем рассматривать сцену только с одного ракурса. Но было бы круто быстро заполнить эту миску, бросив яблоки в нее. И что-то подобное действительно возможно. Итак, прежде всего, перейдем в рабочую область Animation. Давайте уберем один из этих 3D видов. При желании мы можем оставить Solid Viewport Shading включенным. И теперь я хочу создать быструю симуляцию Rigid Body. И на самом деле это не так уж и сложно. Прежде всего, я должен создать границу, чтобы яблоки не падали за пределы миски. Для начала давайте выберем чашу. Кликните правой кнопкой мыши, идем в Snap и далее Cursor to Selected. Теперь курсор в центре чаши. Теперь давайте нажмем Shift-A, идем в Mesh и добавим цилиндр. И теперь вы можете спросить: боже мой, что тут происходит? А я могу вам ответить, что это по сути небольшая проблема, с которой мы сталкиваемся с новой системой коллекции. Давайте немного переместим это сюда. И как видите, новый цилиндр был автоматически добавлен в выбранную коллекцию. Как вы можете видеть, здесь выбрана эта коллекция, и этот цилиндр был добавлен в нее. А это коллекция, которую мы использовали с яблоками для системы частиц. И если я перейду в настройки рендеринга, вы увидите, что эта коллекция использовалась здесь. И каждый объект, который вы добавляете сюда к каплям, также будет отображаться на позиции яблок. И все, что нам нужно сделать, это просто перетащить этот цилиндр из этой коллекции. Удалим этот цилиндр, чтобы еще раз не добавить его в эту коллекцию. Мы просто выберем эту коллекцию. Нажмите Shift-A, перейдите в Mesh и добавьте цилиндр. Теперь вы можете видеть, что он был добавлен сюда. И поскольку он не связан ни с какой системой частиц, у нас теперь есть этот цилиндр. Теперь давайте откроем эту панель оператора, и я не хочу наличия крышки сверху и снизу, поэтому установим Cap Fill Type на Nothing. Теперь уменьшим радиус до 15 см, а глубину примерно до 50 см. Можете немного приподнять, если хотите. Итак, теперь цилиндр в основном покрывает все это пространство, и я должен видеть, что происходит внутри. Поэтому давайте выберем цилиндр, перейдем на вкладку Object.
Далее Viewport Display и установим Display as на Wire. Теперь этот объект будет отображаться как каркас. Аналогично было бы перейти на каркасный режим здесь, но таким способом это ограничено только этим одним объектом. А теперь, чтобы заставить физику работать, мы должны указать блендеру, какой объект и какую роль должен играть в симуляции. Поэтому давайте выберем цилиндр, перейдем на вкладку Physics и добавим Rigid Body. Настройки Rigid Body относительно простые. У нас есть два типа – Active и Passive. Пассивный в основном означает, что это статический объект, с которым сталкиваются, а активный означает, что этот объект летает. Именно такой, какой нам понадобится позже для яблок. Итак, этот объект пассивный, он не анимирован, но если вы создаете анимацию с пассивным объектом, вы должны проверить это здесь. И что важно, мы должны установить форму столкновения с Convex Hull на Mesh, потому что Convex Hull это по сути Mesh, который быстро создается вокруг Mesh, но игнорирует дыры. А так как у нас здесь есть дыра, нам нужно установить здесь Mesh. Теперь он будет использовать эту существующую сетку как объект столкновения. Теперь, чтобы сделать столкновение более точным, идем в Sensitivity и увеличим Margin до 0,01. По сути, это небольшой промежуток, который будет добавлен между этими двумя объектами. Так что, по сути, они полностью не соприкасаются. Итак, теперь давайте добавим похожую штуку к чаше. Выберем ее, включим Rigid Body, Passive, форму столкновения установим Mesh и Margin 0,01. Теперь давайте используем здесь это яблоко. Опять же, я использую Alt-D вместо Shift-D, чтобы создать связанный дубликат. Разместите его где-нибудь здесь. И прежде чем разместить все остальные яблоки, я добавлю Rigid Body. Это должно быть активно. Я снова хочу, чтобы сетка была объектом столкновения, а Margin опять же я установлю на 0,01. Теперь давайте посмотрим сверху и давайте заполним эту чашу. Вы также можете слегка вращать их, чтобы у них была случайная начальная точка. И так как я первым делом добавил эту информацию, то она, конечно же, продублировалась на все остальные яблоки, так что мне не нужно добавлять их ко всем этим яблокам по отдельности. Теперь давайте выделим несколько яблок, нажмем Alt-D, а затем переместим их наверх. Может быть, немного повернем их и, наверное, давайте сделаем это еще раз. Давайте поместим их здесь сверху и в конце мы просто будем вращать их, перемещать их по кругу и удалять яблоки, если их будет слишком много. Итак, мы задали основные настройки симуляции, и для ее воспроизведения важно, чтобы этот синий указатель находился в первом или нулевом кадре. И теперь мы можем воспроизвести симуляцию. Не волнуйтесь, что все эти частицы остались здесь. Когда мы применим новую позицию чуть позже, они вернутся к яблокам. Я думаю, не мешало бы уменьшить размер цилиндра. Ctrl-A, применим масштаб. Теперь я перемещу этот указатель обратно сюда, чтобы начать с самого начала, и я думаю, что вот так это то, что мне нужно. Итак, что я делаю сейчас? Давайте просто удалим цилиндр и выберем все здесь. Идем в Object, Rigid Body и выбираем Apply Transform. Это означает, что новое положение яблок будет использоваться в качестве новой начальной точки по умолчанию для симуляции. Итак, симуляция все еще активна. Это означает, что если я буду перемещать это, яблоки все равно будут перемещаться, потому что это новое положение, просто новая отправная точка для этой симуляции. Поэтому мы должны сейчас удалить всю информацию о физике. Я оставляю все выделенным, снова перехожу в Object, Rigid Body и нажимаю Remove. Теперь, если я выберу яблоко, вы увидите, что физика отсутствует. Жму на чашу, ничего не активно. И теперь мы можем начать размещать это. Для этого вернемся в Layout, потому что нам нужно увидеть, что происходит здесь в финальном кадре. Это выглядит все еще немного странно, но у нас уже есть много яблок в миске, что неплохо сэкономило нам время. И теперь нам все еще нужно разместить несколько яблок в центре и расположить их так, чтобы это выглядело красиво с ракурса камеры. Я немного ускорю этот момент, потому что, по сути, я просто буду перемещать эти яблоки, немного вращая их, чтобы это выглядело хорошо. Окей, давайте сделаем это. Что ж, я думаю, что я получил неплохой результат. Просто позаботьтесь о том, чтобы яблоки не пересекались слишком сильно с миской и не выглядывали как-то сквозь миску. На самом деле не имеет значения, пересекаются ли яблоки немного друг с другом. В конце концов, просто важно, чтобы мы не могли видеть это со стороны перспективы. Так что с этого ракурса все должно выглядеть красиво.
Итак, давайте сделаем еще одну вещь. Здесь у нас есть лист, а здесь листа нет. И чтобы получить хороший баланс в сцене, у меня будет один лист здесь и один лист здесь. Итак, давайте выделим лист, нажмите Alt-D и свяжите дубликаты этих двух. Как видите, он все еще прикреплен к этому яблоку, поэтому выберите его, правый клик, Parent и выберите Clear and Keep Transformation. Если я просто нажму Clear Parent, может случиться так, что лист переместится в исходное положение, в котором он был родительским. Поэтому, если я нажму Clear and Keep Transformation, он будет обнулен и останется на этом месте. Итак, теперь я перемещу его к другому яблоку вот сюда. Да, я думаю, что-то в этом роде выглядит неплохо. И, конечно, не забудьте сохраниться. Да, ребята, теперь вы знаете, как настроить камеру, перемещать ее и сцену, выбрать хорошую перспективу, и вы знаете, как использовать симуляцию твердых тел, которые можно использовать для многих забавных вещей. Если вы узнали что-то из этого видео, не забудьте поставить лайк, и если вы хотите получать уведомления о будущих видео, подпишитесь на этот канал и отметьте колокольчик под этим видео. Если вам понравился наш контент, вы можете также насладиться нашим курсом Blender 2.8 Launchpad, который представляет собой исчерпывающее введение в Blender 2.8, а здесь вы подробно изучите все основы Blender и научитесь создавать анимированные автомобили сцены с нуля. Если вы хотите узнать больше, перейдите по ссылке в описании этого видео. Спасибо за внимание, ребята. В следующем видео мы узнаем больше об освещении в Blender. Мы рассмотрим различные объекты света, настроим хорошее освещение для нашей сцены и настроим некоторые материалы, чтобы они лучше подходили к нашему освещению в сцене. Еще мы настроим материалы листа так, чтобы он был полупрозрачным и мог пропускать свет. Не пропустите урок. Увидимся. Пока.